На маленьком греческом острове посреди Ионического моря есть скала. Не особенно высокая, не особенно красивая. Просто серый известняк, оливковые деревья, пыль и ветер. Местные называли это место школой Гомера еще в начале XIX века, и никто уже не помнил, откуда взялось такое название. Просто слова, которые переходили от деда к отцу, от отца к сыну. Слова без объяснений. Ученые приезжали сюда, смотрели на вырубленные в камне ступени, на остатки стен, на ниши и уходили. Ничего особенного. Наверное, что-то средневековое. Наверное, позднеантичное. Ничего, ради чего стоит задерживаться. А давайте узнаем, у кого сейчас утро, день или ночь. Пишите в комментариях свое время. Посмотрим, насколько мы все из разных уголков мира. В июне 2025 года греческое Министерство культуры сделало заявление, которое крупнейшие мировые издания назвали наиболее значимым археологическим открытием в Греции за последние годы. Под этой скалой, под слоями черепицы, монет, глиняных фигурок и многовекового молчания ученые нашли то, что искали 90 лет. Они нашли Одиссейон, официальное общественное святилище Одиссея. Место, где реальные люди в реальном историческом времени молились персонажу поэмы, высекали его имя на камне, привозили ему дары из других городов и стран. Это не доказывает, что Одиссей когда-либо существовал как живой человек. Но это доказывает кое-что другое. И, честно говоря, это даже интереснее. Сегодня мы пройдем весь путь, от самого начала до конца. От первых любопытных путешественников XIX века, которые записывали название «Школа Гомера» и пожимали плечами, через Генриха Шлимана, который приехал сюда с большими надеждами и уехал ни с чем, через британскую исследователь, которая в 1930 году нашла в соседней пещере надпись, изменившую понимание всей темы, и до момента, когда маленький кусок черепицы с процарапанным именем наконец поставил точку в споре, который длился 90 лет. По дороге выяснится, что место под школой Гомера было обитаемым еще до того, как люди научились плавить бронзу. Что в XIV веке до нашей эры, именно тогда, когда по версии ученых мог происходить сюжет гомеровских поэм, здесь стоял административный центр бронзовой Итаки с подземным резервуаром, аналогов которому почти нет во всем Эгейском море. И что через 1000 лет после этого сюда начали приходить паломники из Коринфа, с Крита, из Малой Азии, с монетами, фигурками и молитвами человеку, которого они, вероятно, никогда в жизни не считали вымышленным. Это история о том, как миф становится камнем. Итака — небольшой остров в Ионическом море. Площадь около 118 квадратных километров. Горы, оливковые рощи, узкие бухты. Если вы когда-нибудь читали «Одиссею» Гомера или хотя бы слышали о ней, вы знаете это место. Именно сюда 10 лет рвался домой царь Итаки после падения Трои. Именно здесь его ждала жена Пенелопа, ткавшая и распускавшая свой знаменитый саван, чтобы тянуть время. Именно здесь, после еще 10 лет блужданий по морям, он, наконец, причалил. Переодетым нищим вошел в собственный дом и натянул лук, который не мог натянуть никто другой. Итака — это финальная точка самого долгого возвращения в мировой литературе. Но давайте на минуту отложим поэзию в сторону и поговорим о камнях. В северной части острова, на восточных склонах горы Экзоги, в районе деревни Экзоги, есть место под названием Агиос Афанасиос. 2 террасных уступа, вырубленных в скальном основании, верхний и нижний. Между ними каменные лестницы. Вдоль нижнего уступа ниши в стенах. Рядом несколько естественных источников пресной воды. Место высокое, ветреное, с видом на море. В первой половине XIX века сюда начали заглядывать европейские путешественники. Британские военные офицеры, возвращавшиеся с греческих островов. Французские ученые, объезжавшие Средиземноморье в поисках следов античности. Немецкие любители древностей. Все они видели одно и то же и записывали примерно одинаково. Местные жители показывают эти руины и называют место «школой Гомера». Никто не объяснял, почему. Просто говорили: «Вот, это школа Гомера. Так называется. Всегда так называлась». Ученые пожимали плечами. Красивое предание, народная память, но никаких доказательств. Первым из серьезных исследователей сюда добрался Генрих Шлиман, человек, которого принято считать отцом современной археологии.
хотя сами профессиональные археологи к нему относятся с большой осторожностью. Он несколько раз буквально уничтожал то, что искал, в спешке разрывая культурные слои. Но это отдельная история. В 1868 году Шлиман впервые приехал на Итаку. Он был убежден, что гомеровские поэмы основаны на реальных событиях. Это была тогда радикальная и непопулярная идея. Коллеги смеялись. Академия пожимала плечами. Шлиман в ответ копал. На Итаке он искал дворец Одиссея. Логично, если Одиссей был царем этого острова, то где-то здесь должны быть остатки его резиденции. Шлиман осматривал разные точки, расспрашивал местных жителей и в 1878 году, 10 годами позже, вернулся уже с лопатой. Он раскопал несколько участков, включая холм Аэтос в центральной части острова. Нашел бронзовые монеты с профилем Одиссея и надписью «Итакон», то есть «Итакиец». Монеты были любопытными и говорили о том, что образ Одиссея использовался в местной чеканке. Но никакого дворца, никакой великой архитектуры, никаких табличек с именем. Шлиман уехал разочарованным. После него школа Гомера на несколько десятилетий снова ушла на периферию науки. Ученые работали в других точках острова. Место с вырубленными ступенями и нишами считалось недостаточно интересным. Может быть, позднеантичное укрепление? Может быть, средневековый наблюдательный пункт. Ничего особенного. Но в нескольких километрах к юго-западу, у берега бухты Полис, в это время начиналось кое-что важное. Пещера у бухты Полис. Местное место. Не туристическое, не знаменитое. В XIX веке часть ее свода обрушилась. Уровень моря подтопил нижние горизонты, и большая часть археологического материала была перемешана. Хозяин прилегающего участка Димитриос Лоизос разбирал обломки и натыкался на черепки, бронзовые предметы, треноги. Часть уходила к случайным покупателям. Шлиман при первом приезде на Итаку в 1868 году тоже побывал в этой пещере. Он был убежден, что именно сюда Одиссей спрятал подарки, которые получил от царя Фиаков Алкиноя, когда те доставили его, наконец, домой. Гомер описывает эту сцену в 13-й книге «Одиссей» довольно конкретно. Одиссей скрывает сокровища в прибрежной пещере рядом с Оливой у Тихой бухты. Шлиман нашел эту бухту, нашел Оливу или то, что считал ею. Но копать было технически невозможно. Вода, обвал, разрушенные слои. Так пещера и ждала. По-настоящему раскопать ее смогли только в 1930 году. За дело взялась Сильвия Бентон, британский археолог, исследователь британской школы в Афинах. Бентон не была знаменитостью. Она не делала грандиозных открытий, которые попадают в газеты. Она была методичным, внимательным специалистом, который умел работать с разрушенным, перемешанным, сложным материалом. Именно такой и нужна была здесь. Бентон провела в пещере несколько сезонов. Она вскрыла культурные слои, которые охватывали почти 4000 лет. От 25 века до нашей эры, то есть от эпохи ранней бронзы, вплоть до римского времени. Керамика, бронзовые предметы, следы ритуальных действий, угли от жертвенных костров. Пещера явно была местом поклонения, и очень долго им оставалась. Среди всего этого материала нашелся один фрагмент. Маленький. На первый взгляд, ничем не примечательный кусок обожженной глины от маски. Поздний эллинистический период, то есть примерно 2 или 1 век до нашей эры. Но на поверхности 3 слова, процарапанные острым предметом еще до обжига или сразу после. «Эухен Одиссеи», «Обет Одиссею», «Дар Одиссею», «Благодарю тебя, Одиссей». Подумайте об этом на секунду. Не поэма Гомера, не легенда нашего острова. Живой человек 2000 лет назад пришел в эту пещеру, взял кусок глины и написал имя Одиссея в дательном падеже. Как пишут имя того, кому приносят молитву. Это религиозный акт. Обет. Человек что-то просил у Одиссея. Или благодарил его за что-то полученное. Одиссей для этого человека был не литературным персонажем. Он был покровителем. Он мог помочь. К нему можно было обратиться. Это была первая прямая эпиграфическое свидетельство культа Одиссея на Итаке. Конкретная надпись, конкретное имя, конкретный религиозный акт. Бентон опубликовала результаты своих раскопок. Находка была замечена. Ученые кивнули. Интересно. Культ Одиссея на Итаке неудивительно.
Остров всегда был связан с этим именем. Но где главное святилище? Пещера — это локальное скромное место поклонения. Маленький грот у воды, куда приходят рыбаки перед выходом в море и паломники, знающие местные легенды. Не то место, где проводятся официальные общественные обряды. А официальные обряды были. Об этом говорил еще один документ, найденный не на Итаке, а в Малой Азии. В городе Магнесия на Меандре в 207 году до нашей эры был составлен декрет, официальный список греческих полисов и святилищ, признавших неприкосновенность послов Магнесии в честь Аполлона Левкейского. Среди прочих там упомянута Итака, и вместе с упоминанием острова ссылка на Одиссион и на Одиссеи, атлетические и культурные состязания в честь Одиссея, которые проводились на острове. Документ хранился в архивах. Ученые знали о нем с XIX века. Значит, Одиссион существовал. Официальное публичное святилище с играми, с процессиями, с гражданским значением. Не просто пещера, куда заходят местные рыбаки. Настоящий храм. Настоящий культовый комплекс. Но где? Этот вопрос провисел в воздухе 90 лет. В 1994 году к школе Гомера наконец вернулись. Не случайные путешественники, профессиональная экспедиция. Профессор Литса Канторли Пападопулу и профессор Афанасиос Пападопулос начали систематические раскопки, которые продолжались до 2011-го. 17 лет. Большая работа. Они нашли многое. Фрагменты керамики бронзового века, следы укреплений, остатки крупного здания на нижнем террасном уступе. И нечто, что поначалу показалось просто технической деталью — подземную цистерну, высеченную в скале. Цистерна оказалась не просто ямой для воды. Это была сложная инженерная конструкция, построенная с использованием так называемой карбелинговой техники, когда каждый следующий ряд камней немного выступает над предыдущим, образуя свод беззамкового камня. Такую технику применяли в Микенскую эпоху — XIII-XIV век до нашей эры. Внутри цистерны — фрагменты поздней микенской керамики, что подтверждало датировку. Доктор Марамбея, которая впоследствии войдет в новую команду, назовет эту цистерну одной из немногих подобных конструкций, известных во всем Эгейском море. Это не преувеличение. Подземные водохранилища с карбелинговыми сводами эпохи бронзы — исключительная редкость. Такие строили там, где поселение имело стратегическое государственное значение, там, где готовились к осаде, там, где вода была не просто водой, а вопросом выживания целого центра власти. Раскопки 1994-2011 годов дали понять, под школой Гомера в бронзовом веке стоял административный центр Северной Итаки. Часть сети из 7-8 стратегических точек, контролировавших порты, сельскохозяйственные угодья и водные ресурсы острова. Это была не деревня, это был узловой пункт управления. Но Одиссиона они не нашли. Точнее, они накопили материал, который должен был его указывать, но не поняли, как его читать. В 2018 году к работе приступила новая команда. Профессор эмерит Яннос Лолос из Университета Янины, специалист по Микенской и классической Греции, автор фундаментальной монографии о дорогах Пелопоннеса в древности, возглавил проект. Вместе с ним работала доктор Кристина Марамбея, эпиграфист, человек, умеющий читать надписи. Именно это, как выяснится, было ключевым. Команда поставила перед собой задачу, которая звучит просто, но требует огромной кропотливой работы. Пересмотреть весь массив находок, накопленных за предыдущие десятилетия, и соединить его с тем, что появится в новых раскопках. Тысячи фрагментов керамики, сотни монет, десятки металлических предметов. Все это лежало в ящиках и коробках, частично описанное, частично нет. Новые раскопки шли сезон за сезоном. На нижнем уступе команда полностью расчистила большое прямоугольное здание. Стены. Ниши вдоль стен. Глубокие, правильные, явно сделанные для того, чтобы что-то в них ставить. Рядом с нишами следы ритуальных каменных бассейнов небольшого размера. Пол здания был покрыт слоем находок, плотным, насыщенным, говорящим о многолетнем непрерывном использовании. 34 глиняных вативных фигурки. Это небольшие предметы, которые паломники изготавливали специально для жертвоприношений или покупали у торговцев при входе в святилище. Человеческие фигуры, животные, бытовые предметы. Как правило, изображение того, о чем просят.
выздоровления, плодородия, удачного плавания, рождения ребенка. Стандартный набор для греческого культового места. Ткацкие грузила и пряслица. Детали ткацкого станка, которые приносили в дар, традиционно это был женский ритуал. Украшения из золота и бронзы. Мелкие бронзовые предметы, назначение некоторых пока не установлено. И монеты. Много монет. Их оказалось больше 100 из городов по всему эллинистическому и римскому миру. Коринф, Крит, города Малой Азии, Македония. Монеты-чеканки от III века до нашей эры до II века нашей эры. Подумайте об этом внимательно. Маленькая скала в северной части небольшого острова в Ионическом море. И монеты из разных уголков греческого мира, охватывающие 500 лет истории. Это не случайные потери, это не местный праздник. 100 монет из разных городов — это паломники. Люди, которые специально приезжали на этот остров, поднимались на эту скалу и оставляли деньги как жертву. Но центральная находка пришла оттуда, откуда ее не ждали. Доктор Марамбея при систематическом анализе кровельной черепицы, материала, который обычно рассматривают как хозяйственный, вспомогательный, обнаружила на нескольких фрагментах штампованные оттиски. Черепицу в Греции штамповали при производстве, чтобы указывать принадлежность, чье здание, того и черепица, как фирменный знак на заводском изделии. 2 фрагмента читались однозначно. Одиссеос. По-гречески это родительный падеж имени Одиссей. Буквально. Принадлежащее Одиссею. Это его черепица, это его здание. Одиссей. Дательный падеж. Посвященное Одиссею. Обращенное к нему. Кровельная черепица с именем Одиссея. Не надпись на случайном черепке, не граффити на стене. Официальный производственный штамп, означающий, что это здание официально, публично по имени принадлежит Одиссею. Это и был Одиссейон. Дополнительным подтверждением послужил бронзовый бюст, найденный на той же террасе. Маленький, но хорошо сохранившийся. На голове характерная остроконечная войлочная шапка, которую греки называли пилосом. Именно в ней Одиссея изображали на итакских монетах IV-III веков до нашей эры и на римских скульптурных портретах. Это не абстрактный герой, это конкретный, устойчивый, узнаваемый образ, один и тот же на протяжении 500 лет. В июне 2025 года профессор Лолас сказал в интервью прямо: «Наши выводы теперь доказывают, что это место действительно было местом поклонения Одиссею. Надписи говорят об этом совершенно ясно». Министерство культуры Греции объявило открытие наиболее значимым в стране за последние годы и выпустило официальное заявление, где назвало комплекс публичным центром, игравшим главную роль в религиозной, социальной и, возможно, политической жизни итакийцев эллинистического и раннеримского периодов, а также более широкой функцией паломнического места. 95 лет спустя, после того, как Сильвия Бентон нашла в пещере надпись «Обет Одиссею», второй ответ наконец пришел. И они точно совпали. Теперь нужно остановиться и сказать то, что в заголовках говорят реже всего. Потому что заголовки любят простоту, а здесь ее нет. Открытие Одиссейона не доказывает, что Одиссей существовал как реальный исторический человек. Это честно и важно. Сами исследователи, и профессор Лолас, и Министерство культуры Греции говорят об этом прямо. Культ героя и биографическая реальность — это разные вещи, и в греческой религии между ними никогда не было знака равенства. В Древней Греции была целая традиция так называемых героических культов. Герой — это не просто персонаж поэмы. Это особый тип сверхъестественного существа, нечто среднее между человеком и Богом, обитающее в определенном месте и способное влиять на жизнь тех, кто к нему обращается. Ахилл получал жертвы в Трое и на острове Левки в Черном море. Это задокументировано на монетах и в источниках. Геракл имел святилище от Испании до Малой Азии. Агамемнон, Менелай, даже менее известные герои — все это реальные культы с реальными храмами и реальными ритуалами. При этом никто из серьезных историков не считает, что у него есть биографические доказательства существования Ахилла или Геракла. Это не мешало людям молиться им тысячелетиями. Одиссей — тот же случай. Культ есть. Доказательств биографии нет. Но вот что делает историю с Итакой особенной. И вот почему открытие 2025 года важно для науки даже без сенсационных заявлений. Первое. Место под школой Гомера оказалось гораздо старше, чем предполагали.
Новые раскопки обнаружили кремневые орудия и керамику финального неолита, конца 5 и 4 тысячелетия до нашей эры. Это почти 6000 лет назад. Место было стратегически важным или сакрально значимым задолго до Бронзового века, задолго до Микенской цивилизации, задолго до того, как кто-либо вообще мог написать гомеровскую поэму. Второе. Микенский слой 13-14 веков до нашей эры совпадает с той исторической эпохой, которую ученые традиционно считают временем Троянской войны, если она вообще имела реальный исторический прообраз. Подземная цистерна с карбелинговым сводом, которую доктор Марамбея называет одной из немногих подобных во всем Эгейском море, это не просто техническое сооружение, это признак государственного центра. Поселение в школе Гомера было частью сети из 7-8 микенских точек в северной части острова. Это была, по всей видимости, главная административная точка микенской Итаки. Гомер, когда писал об Итаке, мог описывать место, сохранившееся в народной памяти, как «место, где когда-то правил царь». Конкретное, реальное. Даже если самого царя не было, место было. И оно было именно таким, каким его описывает поэма. Высоко, с видом на море, рядом с источниками воды. Третье. И это самое странное. Одиссея Гомера была записана по наиболее распространенной научной датировке в VIII веке до нашей эры. Культ в Одиссеоне расцвел значительно позже, в III-I веках до нашей эры. Это 500 лет разницы. 500 лет после того, как поэма была написана, жители Итаки и паломники из других городов не просто читали Одиссею как литературу, они молились ее герою. Они привозили монеты из Коринфа и Скрита. Они оставляли фигурки и украшения. Они строили здания с официальным штампом его имени на кровельной черепице. Это не угасание мифа. Это его институциализация. Из устного предания в письменный эпос. Из письменного эпоса в официальный религиозный культ с храмом, играми и паломниками. И вот здесь открывается вопрос, который научное сообщество сейчас реально обсуждает. Как именно происходил переход между Микенским административным центром, стоявшим здесь в XIII-XIV веках до нашей эры, и эллинистическим святилищем, возникшим здесь же 1000 лет спустя? Была ли это непрерывная местная традиция? Помнили ли жители Итаки из поколения в поколение, что это место особенное? И когда появилась поэма, просто назвали своего героя по имени из нее? Или это был процесс обратный? Поэма стала настолько популярной по всему греческому миру, что итакийцы решили капитализировать ее, превратить свой остров в паломнический центр, связанный с самым знаменитым греческим героем после Ахилла. Ответа нет. Команда профессора Лолоса продолжает работу. Новые сезоны раскопок запланированы. Пространство между микенскими черепками XIV века до нашей эры и черепицей с именем Одиссея III века до нашей эры пока остается темным. В конце августа 2025 года на Итаке открылась 15-я международная конференция по Одиссею. Ее ежегодно проводит муниципалитет Итаки совместно с Центром одиссеевских исследований. В этом году тема была официально заявлена как «Гомеровские эпосы в древней драме». Но реальным центром обсуждений стало другое. Ученые, собравшиеся на острове, обсуждали не просто черепицу с надписью и бронзовый бюст в шапке-пелосе. Они обсуждали более широкий вопрос. Вопрос, который это открытие поставило заново и поставило остро. Мы привыкли думать о границе между мифом и историей как о чем-то четком. Либо было, либо не было. Либо существовал человек, либо его выдумали. Но Итака показывает, что эта граница гораздо сложнее. Персонаж, почти наверняка вымышленный, оставил в мире больше физических следов, чем многие реальные цари и полководцы. Его имя высечено на камне. Его бюст стоял в нише. К нему приезжали из Коринфа и Малой Азии. Ему молились 500 лет подряд. В каком-то смысле это и есть реальность, только другого рода. Конкретный открытый вопрос, который сейчас стоит перед командой из университета Янины. Что происходило на этом месте между XIII веком до нашей эры и III? Тысячелетний разрыв в источниках. Почему культ появился именно здесь, именно тогда, именно с таким размахом? Была ли устная традиция, которую не зафиксировала ни одна надпись? Или место было переосмыслено? И если да, то кем и когда?
Этого мы пока не знаем. А что думаете вы? Мог ли у Одиссея быть реальный исторический прообраз, так же, как у Трои оказался реальный город? Или это принципиально другой случай, где миф оказался сильнее любой реальности? Напишите в комментариях. Там внизу часто получается разговор интереснее, чем само видео.